Приветствую охотников за трофеями, меня зовут Алекс и добро пожаловать на канал FanGames. Как всегда, перед разбором ачивок будет немного моей болтовни, поэтому если вам не хочется все это слушать, можете воспользоваться тайм-кодами в описании, чтобы сразу перейти к интересующим трофеям. Ну а для всех остальных, погнали! Мы живем в то время, когда задолго до выхода любого медийного продукта мы знаем о нем уже почти все. Особенно это касается кинематографа и видеоигровой индустрии. Так, до релиза Паука мы уже знали почти обо всех антагонистах и главных действующих лицах игры. Могли изучить несколько миссий за более чем час официально и не очень официально выложенного геймплея. Заранее узнать обо всех костюмах Питера из слитого скриншота. Но настоящий бич индустрии — это блогеры и игровые журналы, которым дарят игру до релиза, типа для независимого обзора, а по факту за хороший отзыв. И когда вся эта информация льется на тебя изо всех щелей, ты начинаешь задумываться о том, что, во-первых, хоть игра еще не вышла, а ей уже нечем тебя удивить, а во-вторых, что все эти хвалебные отзывы звучат слишком уж фальшиво. Именно поэтому лично я не ждал от игры ничего большего, чем просто материал для очередного гайда по хайповой игруле. Но черт возьми, я просидел в паучке оба своих выходных, забив почти на все планы, дела и даже на пару приемов пищи. Не припомню ни одну игру за последнее время, которая увлекла бы меня настолько сильно. Однако мы здесь собрались не для того, чтобы рассуждать о моем впечатлении об игре, а для того, чтобы узнать, как получить платину в Marvel Spider-Man. На этот раз мое мнение о сложности и продолжительности получения трофеев полностью совпадает со статистикой на стратегии. Сложность 3 балла из 10 из-за некоторых испытаний, а на получение всех призов, которых, кстати, 51, у вас уйдет 30-40 часов. Вообще, Паук является той игрой, в которой вы можете случайно получить платину к концу игры без гайдов и подсказок, если внимательно исследуете все локации и выполните все доступные задания. Пропускаемых призов в игре нет, все можно доделать, дособирать, перепройти и после окончания сюжета. Отсутствуют призы за сложность, играйте на любой комфортной. В этом гайде сюжетных спойлеров нет, но кое-какая информация может содержаться в названии трофеев, поэтому если вы хотите сразу идти на платину и при этом знать об игре как можно меньше, можете смело закрывать данное видео и играть в свое удовольствие. Сюда всегда можно вернуться, если что-то пропустите. А теперь давайте подробнее. В своих роликах я зачастую делю трофеи на несколько условных категорий. Поступим так и сегодня, и начнем с самого простого. Скажу буквально несколько слов про сюжетные и дополнительные задания. К концу вы в любом случае получите следующие трофеи. Первые 3 по ходу развития сюжета, остальные за победу над боссами. Далее идут дополнительные задания, они будут появляться по ходу развития сюжета и отмечены на карте синим маркером. Для получения приза «Добрый сосед Человек-паук» вам необходимо будет выполнить абсолютно все дополнительные задания. В ходе выполнения вы также получите трофей «Жесткий урок» за завершение цепочки квестов с искаженными студентами и кладбищенский юмор за победу над надгробием. Об остальных дополнительных заданиях я расскажу в следующем разделе. Если вас бомбило от собирательства в God of War, то спешу успокоить, с паучком все гораздо проще. Для начала пройдите парочку сюжетных миссий, пока вас не попросят активировать сломанную полицейскую вышку. Каждая такая вышка открывает участок на карте, на котором будут отображаться все интересующие нас активности, включая собирательство. За активацию всех вышек вы также получите приз «Полное покрытие». В ходе прохождения основных и дополнительных заданий на карту будет добавляться все больше новых активностей. В итоге для платины необходимо будет выполнить их все. Взглянем на них подробнее. Рюкзаки. За нахождение 5 рюкзаков получаем приз «Бюро находок». А трофей «Турист» выпадет, когда соберете их все. Достопримечательности. Для трофея «Экскурсия» сфотографируйте все отмеченные на карте места. Научные станции. Вам необходимо выполнить задание на каждой научной станции в городе, чтобы открыть достижение «Научная работа». Загадки черной кошки. Необходимо искать через объектив камеры оставленные Фелицией фигурки котов. Трофей Мяу получите за 1 предмет, и кошачьи следы за нахождение их всех. Голуби появятся на карте в ходе выполнения соответствующего дополнительного задания. За поимку всех пернатых будете награждены призом «Голубиная охота». Преступления фракций. Генерируется случайно, когда вы находитесь в соответствующем районе. Остановив все преступления в одном из районов, получите приз «Охрана порядка». Закрывайте преступления как можно чаще по ходу сюжета, иначе на конец игры их останется очень уж много. Далее трофеи за зачистку баз, всего их 4 вида. Клады демонов, тайники Фиска, блокпосты Соболя, лагеря заключенных. Зачистка всех баз каждого вида принесет соответствующие достижения. Зачищая любую из баз, не забудьте щелкнуть на R3, чтобы посмотреть список дополнительных целей. Выполнив обе цели на любой из баз, получите приз «Полная зачистка». Испытания бригадира. Как и все остальные активности, они начнут со временем появляться на карте. Их тоже 4 вида: бомбы, скрытность, бой, дрон.
Для получения соответствующих призов вам необходимо пройти по одному испытанию каждого вида на потрясающий уровень или выше, и это, пожалуй, самый сложный контент в игре. Без испытаний я бы не дал сложности платины больше 2 баллов. В свою очередь, выполнение абсолютно всех испытаний хотя бы на бронзу принесет вам трофей Искатель испытаний, а также откроет бой с боссом, за победу над которым вам достанется приз Старший бригадир. Босс несложный, но в случае поражения для повторного запуска сражения с ним пройдите еще раз любое из испытаний. Обратите внимание, что в каждом районе отображается процент его прохождения. Он достигает отметки в сотню, когда вы выполните все активности в районе. А вот когда доведете все районы до соточки, получите один из 2 золотых трофеев «Я люблю Манхэттен». В ходе зачистки районов и выполнения активностей вы будете получать соответствующие ресурсы для покупки костюмов и улучшения гаджетов. Они пригодятся вам для следующих призов. Модник – за то, что примерите 5 новых костюмов. И полный гардероб за открытие всех костюмов. Последние 2 костюма не создаются за ресурсы. Один из них получите, завершив задание Женщины-кошки, а второй за прохождение всех районов на 100%. Он, кстати, для трофея не нужен. За первое улучшение гаджета вам достанется приз «Научный метод», а за 15 улучшений «Наука рулит». В связи с тем, что для гаджетов и костюмов используются одни и те же ресурсы, у вас под конец игры может возникнуть сложность с нехваткой жетонов баз и испытаний. Если с базами еще все довольно просто, достаточно выполнять несложные дополнительные цели и получать больше жетонов, то испытание придется проходить на лучший результат, что довольно запарно. Один из самых распространенных советов игроков в этом случае звучит так. Если вы не уверены в своих силах относительно испытаний, рекомендуется оставить ресурсы на конец игры. Набрав достаточное количество жетонов, сделайте бэкап сохранения, создайте все улучшения и, получив трофей, загрузитесь, чтобы этими же ресурсами купить все костюмы, либо наоборот, сначала костюмы, потом гаджеты. Да, этот способ возможен, но в нем нет необходимости. Я же советую качать гаджеты ровно до того момента, пока не получите соответствующую ачивку, и больше их не трогать. Все остальные ресурсы оставить на костюмы. В этом случае лично мне хватило жетонов на все, и не было нужды перепроходить ни одно испытание. Это при условии, что у меня было уже выполнено одно испытание на золото и несколько на серебро. Даже если у вас результат чуть хуже, вам придется перепройти с бронзы на серебро не больше 2-3 испытаний. Это несложно. Зато у вас и костюмы будут открыты, и гаджеты. И наконец последний раздел – это трофеи за совершение специальных действий. Большинство из этих ачивок вы получите к концу игры, не прилагая усилий. Сверхчеловек-паук. Здесь все просто. Данный приз дается после открытия всех навыков. Мелкий ремонт. Завершить все необязательные проекты в лаборатории доктора Октавиуса. Таких проектов 2, и полностью доступны они станут ближе к концу игры, поэтому данный трофей можно смело оставлять на эндгейм. Если вам не хочется тратить время на все эти головоломки, есть в игре одна уловка. Можно зайти в настройки и включить функцию пропуска задач. Теперь все они будут решаться автоматически по нажатию кнопки R1. Как говорится, press X to win, в данном случае press R1. Импровизация. Перемещайтесь над крышами города, гласит описание трофея. Но оно не совсем верное. Вам нужно разгонять кучки голубей, когда будете пробегать либо пролетать над крышами. Специально делать ничего не надо, трофей сам по себе выпадет через пару часов игры. А также выпадут и следующие 2 трофея. Король раскачки, пройти тест группы препятствия уровня 1. И не вставай, пройти тест группы бой уровня 1. Список тестов вы можете найти в меню, но не заморачивайтесь, эти тесты выполняются почти от любого действия, пропустить их невозможно. Еще один трофей, который наверняка будет открыт к концу игры – Форсаж. Совершить 10 погонь за машинами. Погони появляются в качестве рандомных преступлений в районах, а также во время сюжетных и дополнительных миссий. Набрать десяточку не составит труда. Арахнофобия. Совершить 75 бесшумных нокаутов. Для трофея подходит любой вид бесшумного нокаута. Я получил приз в середине игры. Метро Фанат. Прокатиться на метро 5 раз. Метро — это способ быстрого перемещения, который станет доступен в ходе выполнения сюжетных миссий. Я думаю, вы поняли, что нужно делать. Вежливый паук. Просто периодически спускайтесь на улицы Нью-Йорка и взаимодействуйте с прохожими, над которыми загорается значок взаимодействия. Можно поздороваться, дать 5, послушать, что вам расскажут, или что-то вот такое неловкое. Далее несколько призов, для которых вам нужно открыть соответствующие скиллы или гаджеты. Крепкие объятия. Связать 10 пар врагов минами-ловушками. Для этого надо лепить мины не на объекты, а непосредственно на одного из противников. Можно кидать прямо во время сражения в толпу врагов. Паучья реакция. Идеально уклониться от 10 атак. Необходим навык идеального уклонения. Он срабатывает, если вы уклоняетесь в тот момент, когда индикатор паучьего тютюа становится синим. Акробат. Совершить 4 уникальных трюка подряд перед приземлением. Необходим навык воздушная акробатика. Если не успеваете сделать 4 трюка, просто спрыгните с одной из высоток, например, со здания Аскорб или башни Мстителей.
Кстати, говоря о башне Мстителей, когда залезете на ее самую верхушку, получите приз «Возвышенный герой». Для следующего трофея необходимо воздать почести могиле дяди Бена. Найти могилу можно на кладбище на самом севере карты. Просто нажмите кнопку действия и получаете приз «Большая власть». И тут я хочу отвлечься на минутку, чтобы рассказать о том, как же меня сильно бомбануло от названия этого трофея, точнее от его перевода на русский. В оригинале трофей называется With Great Power, что является отсылкой к знаменитой фразе дяди Бена With Great Power comes Great Responsibility, которая в нашей стране известна как «С большой силой приходит большая ответственность». Поэтому данная ачивка должна называться «С большой силой». Ну или окей, хотя бы с большой властью. Но большая власть, серьезно? Неужели локализаторы так наплевательски относятся к первоисточнику или совсем с ним не знакомы? Прости, Тоби, мы все просрали. И да, я знаю, что это не единственный грех локализации, но он стал последней каплей. Ну да ладно, вернемся к трофеям. А следующий по списку у нас... Упс, а трофеи, кажется, закончились. Вот и платина, стать великим. Очередная изи-плашка в интересной игре, мечта любого трофи-хантера, если, конечно, ты не хардкорщик. Советую игру абсолютно всем своим зрителям. Даже если ты не фанат супергеройского жанра, эта игра может зайти. Лично для меня игра отбила свою стоимость еще в день релиза. С нетерпением жду DLC в надежде, что с ними завезут и новые ачивки. Ну а пока не забывай поставить лайк, если тебе помогло или понравилось данное видео. С вопросами и пожеланиями пиши в личку ВК или PSN, если тебе почему-то не хочется писать комменты. Все ссылки в описании. Ну вот вроде бы и все. Удачной охоты, Wood Hunter.